Компактный мини-компьютер с новенькой графикой Intel Iris Xe, процессором Intel Core i7, 16 гигабайтами оперативной памяти DDR4, накопителем M2 на 512 гигабайт с возможностью без проблем расширить оперативную память до 64 гигабайт и заменить накопитель до 2 терабайт. Ко всему есть место под жесткий диск до 2 терабайт, большое количество различных портов, Wi-Fi 6 версии, Bluetooth версии 5.2, операционная система сразу Windows 11 Pro, также можно накатить другие операционки, что, разумеется, удобно. Можно установить его на заднюю панель монитора с помощью кронштейна VESA. Как вы уже поняли, обо всем этом нам заявляет производитель в рекламе. Но как на самом деле дела обстоят у ПК формата NUC Geekom Mini IT11, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляется данный компактный ПК в черной стильной коробке. На ней есть название модели и краткие характеристики. Пакинг по мне отличный. В комплекте мы имеем сам ПК, письмо благодарности, тканевый мешочек для переноски, не лучшего качества, конечно, но спасибо, что он есть. Съемный кабель питания, один HDMI кабель и адаптер питания на 65 Вт длиной в 1,5 метра с автоматической регулировкой напряжения переменного тока. Далее есть набор болтов, краткое руководство, а также кронштейн VESA, с помощью которого Mini IT11 можно закрепить на задней панели монитора, что очень удобно. Весит устройство 566 граммов, а габариты 117 на 112 на 49 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого, у меня есть телеграм-канал скидок, там уже больше 85 тысяч человек, только интересно и только выгодное, телеграм-канал взаимопомощи 14 тысяч человек и мой личный телеграм-канал, где я делюсь результатами тестов различных девайсов до обзоров. Их там больше. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, не забудьте подписаться, перейдем же к мини-ПК. Полетели. Приобрести данный девайс можно только в единой расцветке, которую вы видите на экране. Дизайн минималистичный, выглядит он по мне аккуратно. На столе много места не занимает, но напомню, что его можно подвесить к монитору, что хорошо. Взять с собой его куда-либо, положив в тот же рюкзак, можно без проблем. Корпус, по всей видимости, выполнен из прочного пластика, а внутри находится металлическая рама. Материалы хорошие, по сборке вопросов лично у меня нет, выглядит он надежно. На корпусе расположили кнопку питания с индикатором, аудиовход стандартный мини-джек на 3,5 мм, LED-светодиод, 3 порта USB, версии 3.2 Gen 2, 2 порта USB 4, разъем для чтения SD-карт, кенсингтонский замок, разъем питания, мини-дисплей-порт, порт гигабит RG45 стандартный и HDMI версии, к сожалению, 2.0. Но неудивительно. По портам все отлично. Можно спокойно подключить проводную клавиатуру и мышку. Ко всему всегда будет свободен один USB-порт. Плюс, разумеется, можно одновременно подключить несколько дисплеев с 8К разрешением. И да, не факт, что будет все волшебно, но работать можно. Далее с нижней части есть прорезиненные 4 ножки, а за систему охлаждения отвечает вентилятор, который максимально тихо работает. Но при нагрузках его, разумеется, слышно. Mini IT11 нагревался в пределах нормы у меня даже во время тестирования, что хорошо и удивительно. Летим дальше. Процессор в моем случае установлен от Intel, а именно Core i7 1195 G7 11 поколения с 4 ядрами, 8 потоками, 12 мегабайт кэша и базовая частота 2,9 ГГц. Разогнать его можно до 5 ГГц. Операционная система в стоке Windows 11 Pro. Mini IT11 поддерживает различные операционные системы, такие как Linux, Android, x86, Fight OS. Ко всему можно установить несколько операционных систем на один такой ПК. Установлена здесь двухканальная память DDR4 SOO-DIMM с оперативной памятью на 16 гигабайт. Но ее можно расширить до 64 гигабайт, вставив две плашки по 32. Один твердотельный накопитель Lexar NM620, конечно, не лучший вариант, но во всяком случае надежный. Формата M2 2280 на 512 гигабайт. Но также можно расширить до 2 терабайт и также можно докинуть еще жесткий диск SATA-шник на 2,5 дюйма до 2 терабайт. Как вы уже поняли, Mini IT11 легко разобрать и докинуть то, что вам необходимо. И для такого формата ПК это прям весомый плюс. Как все собрано, вы сами видите, по мне очень даже неплохо. Результаты тестирования памяти вы можете наблюдать на экране. В целом результаты ожидаемые. За графику отвечает Iris Intel Xe, который вчетверо производительнее, чем Intel UHD Silicon. Есть поддержка Wi-Fi 6 версии AX201, Bluetooth на борту версии 5.2, что хорошо. По стабильности связи у меня к нему вопросов нет. Летим дальше. Я тестировал его в различных сценариях использования. К примеру, для повседневного использования Mini A11T за глаза. Можно спокойно смотреть фильмы, ролики и тому подобное. К слову, при просмотре на YouTube роликов 4К 60 FPS ничего не тормозит и даже при 8К 30 FPS. В этом сценарии использования он показал себя хорошо. В системе все открывается
открывается достаточно быстро. Если говорить о работе в том же Photoshop, то, к примеру, с моими несложными задачами он справляется на ура. Уверен, что если нагружать его большим количеством слоев проекта, Mini 11T все равно покажет себя хорошо. Использовать его для монтажа видео, к примеру, в 1080p 60 fps в Adobe Premiere Pro можно также без проблем. С 4К ПК тоже справляется, но нужно учитывать все-таки мощь устройств. Много графики туда не накинешь. Рендер обыкновенных небольших роликов в 4К много времени не занимает. Исходя из этого, делаем вывод, что для работы Geekom Mini IT11 очень даже хороший вариант. А в играх, к примеру, Evil Dead The Game можно играть, но только на средних или ниже настройках. И то проскакивают фризы. В тяжелые игры не поиграешь, и это факт. Далее перейдем к небольшим тестам. Стандартная синтетика. В AIDA 64 в часовом тесте на стабильность Mini IT11 показал себя хорошо. Результаты вы видите на экране. Geekbench 5 показал Vulkan Score 15183, Single Core 1487, Multicore 4000, Cinebench R23 в CPU Multicore 4869, а в CPU Single Core 1486 очков. Минусы. Все-таки рекомендовать его для игр я однозначно не могу, а также считаю, что накопитель Lexar все-таки медленный. Чтобы все летало, вот только у него проблема по мне. Если рассматривать его для домашнего использования, как по мне, он, конечно, дороговат, хотя смотря для кого как. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Напоминаю, что если промокоды или какие-то супервыгодные предложения, разумеется, в моем телеграм-канале взаимопомощи либо скидок, все это дело будет. Сейчас, кстати, вроде бы еще идет распродажа, и даже если распродажи нет, опять же, в сейл ничего фантасмагоричного на Али не бывает, да и не только Али я теперь постю. Поэтому подписываемся на мой личный телеграм-канал, чтобы знать, что я мучаю и что тестирую, плюс пообщаемся, обсудим железки, и телеграм-канал взаимопомощи. Резюмирую, компьютер Geekom Mini IT11 имеет отличный дизайн, большое количество портов, бесшумное охлаждение, хорошие технические характеристики, наличие возможности прикрепить его к задней панели монитора, но если вы играете в игры, то данный аппарат, как по мне, опять же не вариант. Для работы более чем, опять же, не для суперсложных задач. Я думаю, те, кто этот ролик смотрит, понимают, для чего нужны мини-ПК. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, огромное спасибо, знаете, вы помогаете проекту. Пишем в комментах, чтобы вы еще хотели увидеть на обзоры. От меня девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.